вы научитесь управлять своим состоянием. Этот метод научно доказан. Его используют в спорте, при работе с посттравматическим синдромом, при подготовке к публичным выступлениям либо сдаче экзаменов, а также при работе с любыми видами стресса. Я сама использую этот подход при глубокой работе со своими клиентами и в тех некоторых случаях, когда это необходимо на ежедневной основе. Самое замечательное, вы можете использовать эту технику самостоятельно. Для этого не требуется какой-то специальной подготовки. Просто уделяйте этому 3 минуты в день, и вы увидите, как ваша жизнь может качественно измениться. Этот метод называется ДПДГ или МДР, то есть десенсибилизация и переработка движениями глаз. В разработке метода лежит личный опыт Фрэнсин Шапира. Эта женщина в собственной жизни столкнулась с тяжелыми травмами. Болезненное переживание своего развода, серьезное заболевание. И долгое время она не могла справиться с этим самостоятельно. Стандартная терапия депрессии и работа со стрессом, увы, не приносила для нее результата. И вот однажды она гуляла по парку, рассматривала окружающую природу, обстановку вокруг и заметила, что динамичное движение глазами слева направо позволило ей снизить ее переживания и облегчить состояние. Женщина впервые за долгое время отвлеклась от негативных мыслей. Шапира принялась экспериментировать. Она вспоминала все то плохое, что случалось с ней в ее жизни, и одновременно двигала глазами. Удивительно, но страшные картинки из ее жизни меркли, тускнели и теряли свою эмоциональную отрицательную окрашенность. Не поверив самой себе, Фрэнсин вовлекла в свой эксперимент друзей, знакомых, коллег. Фрэнсин выслушала их жалобы на жизнь и предлагала следить за движениями ее пальцев, перемещая руку из стороны в сторону, стараясь, чтобы глаза людей двигались в таком же направлении и с такой же скоростью, как во время первого ее эксперимента в парке. Это успех, это невероятно, но испытуемые начинали чувствовать себя значительно лучше. Так доктор Шапира начала программу по исследованию взаимосвязи динамики глазных яблок и психологического эмоционального состояния человека в рамках проживания им сильного стресса. По результатам данного исследования она разработала и основала методику МДР. ДПДГ. Научные исследования подтвердили, что МДР помогает пациентам перерабатывать травматические воспоминания, активируя естественные механизмы самовосстановления мозга. Всемирная организация здравоохранения признала этот метод одним из лучших для лечения посттравматического стрессового расстройства. И этот метод наравне с КПТ, когнитивно-поведенческой терапией, и эриксоновским гипнозом имеет доказанную эффективность. Также метод признан в том числе и Американской психиатрической ассоциацией. Как же работает этот метод? Во время сна наш мозг перерабатывает всю информацию, полученную за день, в фазе быстрого сна, так называемый REM-сон. В этот период наши глаза быстро двигаются, и мозг активно работает, перерабатывая стресс и информацию. ДПДГ имитирует этот процесс, но уже в состоянии бодрствования, что позволяет нам сознательно переработать все стрессовые события. Стресс – это не только травматический опыт, переживания о работе, о деньгах, о близких. Это и любые другие эмоциональные переживания. Обида, злость, печаль, грусть, эмоциональная какая-то боль. Все это тоже является стрессом. Все то, что вас может беспокоить в течение дня и доставлять какие-то переживания. Движение глаз на физиологическом уровне позволяет синхронизировать работу правого и левого полушарий мозга, вызывая поочередно активность сначала одного, а затем другого полушария. За счет этого корректируется сломанный процесс переработки информации. Наш мозг снова учится самостоятельно утилизировать все то, что причиняет ему вред. Я не могу делиться примерами
из жизни своих клиентов, так как это конфиденциально, но с удовольствием могу рассказать примеры из личного опыта для того, чтобы вы поняли, в каких жизненных обстоятельствах и ситуациях можно использовать этот метод. Когда я чувствую какую-то грусть, может быть, печаль иногда на меня находит, и я не хочу быть в этом состоянии, я хочу быстро привести себя в тонус, я тоже делаю эту практику. Недавно у моего мужа были приступы панических атак, и его мучила бессонница, в том числе и ДПДГ помог снизить уровень стресса и быстро привести его сон и состояние в норму. Перед важными переговорами я могу чувствовать некоторое волнение, когда тоже помогаю себе прийти в состояние равновесия этим способом. Свою дочь я также научила этому методу. Она использует его для нормализации своего состояния перед экзаменами, перед выступлениями или любыми для нее стрессовыми ситуациями. Это лишь несколько примеров, которыми я с вами поделилась. Уделяйте всего лишь 2, 3, 5 минут этому методу, когда вы чувствуете в этом необходимость, и вы увидите, как ваша жизнь качественно изменится. Перед началом упражнения определите, какую эмоцию либо чувство вы сейчас испытываете в тот самый момент, когда что-то произошло с вами, что вам не нравится, либо когда должно случиться то, о чем вы переживаете. Постарайтесь описать это чувство либо эмоцию. Что это? Тревога, стресс, волнение, переживание, беспокойство, страх, паника, ужас. После того, как вы определили чувство либо эмоцию, которую вы испытываете, найдите, где вы это ощущаете в своем теле. Например, вы можете чувствовать волнение или тревогу в районе грудной клетки или живота, которые можно описать как тяжесть, которая сжимает эту вашу часть тела, как в тисках. У этого описания может быть цвет, консистенция, запах. Все то, что вы можете описать, нормально. Ваша задача максимально подробно идентифицировать и описать это чувство либо эмоцию, которую вы испытываете. Теперь давайте перейдем к практической части. Я покажу вам, как использовать этот метод в своей повседневной жизни. Самый простой вариант – это найти 2 точки, на которые вы будете опираться. Слева и справа от себя. Максимально широко. И ваша задача не двигать головой, а двигать только глазами. Посмотрите на меня сейчас внимательно, как я это делаю. Задача максимально широко разводить глаза, но не двигать вашу голову. Для большего удобства, если у вас не получается и ваша голова двигается вслед за вашим взглядом, вы можете держать руками свою голову и не позволять двигаться вашей голове вслед за глазами. Как можно себе еще помочь? Выставить руку вперед, 2 пальца, 3 пальца, ладони, как захотите. Для удобства можно выставить 2 пальца. И просто двигать рукой, помогая себе из стороны в сторону, для того, чтобы ваши глаза могли следить за вашей ладонью. Какой еще нюанс? Есть 3 плоскости, в которые вы можете двигать глазами. Есть плоскость, которая находится прямо перед вами, то есть ваш взгляд не поднимается высоко и не опускается ниже. Ваш взгляд ровно смотрит перед вами. И в этой плоскости вы двигаете глазами из одной стороны в сторону. Слева направо и вернули. Это 1 раз. И таким образом 7 раз вы быстро подвигали глазами. Дальше вы поднимаете свой взгляд и делаете точно так же. 7 раз в одну и в другую сторону. Опускаете взгляд, ваша голова не опускается, следите за этим. И при опущенном взгляде делайте точно так же быстрые движения глазами. Если посчитать общее количество, 1 сет это 3 раза по 7 в 3 плоскостях. В общей сложности 21 движение глазами слева направо с возвратом. После этого делаете глубокий вдох и выдыхаете. И прислушивайтесь к своим ощущениям. Давайте повторим. Когда вы определили эмоцию либо чувство
с которым вы хотите поработать, вы нашли это чувство либо эмоцию у вас в теле, в животе, в грудной клетке, в горле, в голове, в руках, неважно, то, где вы определяете это ощущение, все верно. После этого вы описываете, какого это цвета, имеет ли это запах, консистенцию, сосредотачиваетесь на своем ощущении, и дальше начинается сама переработка. Вы чувствуете эту эмоцию в теле и начинаете двигать глазами, как я вам ранее показала и рассказала. Задача делать десенсибилизацию до чувства достаточности. Вы делаете один сет, вдох, выдох и прислушивайтесь к своим ощущениям. Иногда хватает одного сета, иногда двух, иногда уходит на это чуть больше времени. Все нормально, все правильно. Важно закончить тогда, когда вы почувствуете, что достаточно. Во время упражнения интенсивность поначалу может подниматься, чувство может видоизменяться и перемещаться по вашему телу. Это тоже нормально. Если вы будете засекать время, то вы увидите, что на это упражнение уходит 2-3, иногда 5 минут, не больше. Окажется, что проходит вечность. Почему важно делать это упражнение? Когда вы работаете со своим стрессом или любыми неприятными эмоциями в течение дня, вы улучшаете качество своей жизни. Да, стресс иногда бывает полезным для роста, для трансформации, для движения вперед. Но если испытывать стресс много, постоянно, каждый день и не уметь себе помогать с ним справляться, это снижает качество жизни и может привести к различным заболеваниям, к депрессии и к другим не очень хорошим последствиям. Давайте проведем эксперимент. Когда вы будете замечать какое-то за собой волнение, переживание, какую-то эмоцию, которая вам не нравится, попробуйте в течение 3-5 дней делать это упражнение. Регулярно двигайте глазами, я это называю бешеная белка, и наблюдайте за своими изменениями. Поделитесь, пожалуйста, потом о своем опыте, когда вы делали это упражнение, что вы чувствовали и что потом изменилось в вашем состоянии после него. Доказуемая эффективность ДПДГ 70-75%. Я вхожу в число этих людей, кому помогает этот метод. И очень интересно узнать, насколько помогает он вам. Практика ДПДГ – мощный и простой инструмент для изменения качества жизни. Применяйте его каждый день, столько, сколько вам нужно, до чувства достаточности. И вы увидите, как качество вашей жизни начнет меняться. Пробуйте, экспериментируйте, делитесь своим опытом в комментариях, и пусть ваши мечты сбываются.